Привет, народ, с вами Скиф. Сегодня мы разберем новый режим игры – опытные места. Вообще странный перевод словосочетания Training Camp, но что поделать, я еще не отошел от котловины Витуса. Ну да ладно. Для того, чтобы принять участие в новых испытаниях, вы должны быть обновлены до версии игры 4.4.2, и у вас должна быть ратуша хотя бы 3-го уровня. Нас приветствует простой приятный интерфейс. Каждый раз при повышении уровня ратуши вам открывается от 3 до 4 новых заданий, которые помогут разобраться, как играть различными отрядами и героями на различных уровнях вашего развития. Награда с каждым уровнем возрастает и разбита на части. В зависимости от того, на какой процент вы прошли уровень, зависит и получаемая награда. Чтобы разблокировать всю награду за уровень, нужно пройти задание на 3 звезды, чем мы сегодня и займемся. Вообще отличная задумка, да и реализация в этот раз приятно порадовала. Хотя тут есть и откровенно элементарные уровни, но есть и такие, над которыми придется серьезно поломать голову. Для удобства я разбил это видео на 3 части. Всю серию можете посмотреть в плейлисте в подсказке. Когда все части будут загружены на YouTube, я добавлю соответствующие ссылки также в описании к этому видео, а тайм-коды помогут переместиться сразу к нужному уровню ратуши. Погнали разбираться. 3-я ратуша. Охота на волков. Сразу хочу отметить, что на каждом уровне разработчики оставили хорошую подсказку, как этот уровень проходить. Например, тут нам предлагают использовать северных волков, чтобы подобраться к лучникам противника. Значит, мы нападаем так, чтобы наши плоты ближнего боя и лучников отвлекли на себя основные войска противника, и сразу запустим волков, которые атакуют лучников. Пока лучники с противоположной стороны будут бежать к нам, выжившие войска уже будут готовы их встречать. Осталось добить здание. 3 звезды. Играем дальше. Снос осады. Подсказка советует подрывниками снести стены. Одиночным подрывником на 2-м плоту мы взрываем ближайшее здание, а на противоположную сторону отправляем еще 2 плота. Это привлекает мечников, и наши бомбы убивают почти все вражеские войска разом, плюс разбивают стену. Добиваем выживших и здание. Слои препятствий. В подсказке сказано, что нужно использовать подрывников, чтобы убрать стены и волками уничтожить лучников. Сейчас организуем. Делаем брешь в стенах справа, задержкой отправляем еще 2-й корабль, который добивает здание, и по центру 3-й и 4-й корабль. Волки с подрывниками заканчивают дело. Атака огнем. Тут и без подсказок все ясно. Атакуем с тыла, выпускаем войска вперед, а магов немножко с задержкой, чтобы вражеские войска собрались в кучу и мы их выжгли массовым огнем. Ха, мои лучники пока не определились, в кого стрелять. Четвертая ратуша. Гигантская атака. Суть ясна из задания. Гиганты впереди, лучники сзади. Нападаем с тыла ближе к зданиям. 2-й корабль отправляем чуть с задержкой и сбоку, чтобы вражеская армия отвлеклась на 1-го гиганта. Пока гиганты сдерживают атаки, лучники добивают врагов и должны приступить к разрушению ратуши. Сейчас уже понимаю, что лучше было отправлять войска на угол за зданиями, чтобы они быстрее снесли лагерь армии и нас не отвлекали создаваемые солдаты. Но мы и так справились хорошо. В любом случае это победа. Призрачные тени. Используем теневых призраков, чтобы по нам меньше попадали, и с тыла расстреляем врага. Крутые ребята теневые призраки и прикольная стратегия для тех, кто только начинает играть. Запускаем корабли сзади, чтобы привлечь магов. Когда они почти добежали, выпускаем 3-й корабль. Так мы убиваем магов и 1-го гиганта, а потом все вместе добиваем последнего. Элементарно. Вечная битва. В этом испытании нам презентуют целителей. Атакуя вместе с алибарщиками, они выступают как войска поддержки и не дают им умереть. А тем временем наши лучники издалека разрушают здания и помогают основной пачке проходить остров.
Напали мы полукругом с тыла, чтобы проходить остров постепенно, тогда исцеления нам хватает, чтобы алибарщики даже под ударами магов прожили до конца боя. Пятая ратуша. Фокус огня. Нам нужно сфокусировать врагов в одной точке и расстрелять их. Для этого нападаем сзади, и пока противники добегут, они как раз сосредотачиваются под стенкой. Часть арбалетчиков заходит в тыл и убивает лучников. Это победа. Крышка огня. Тактика та же. Нападаем в тыл ближе к зданиям, лучники сбегаются к краю стены и фокусируются в одной точке, где мы их и убиваем массовыми ударами. Оставшиеся отряды пехоты даже не успевают добежать до наших гигантов. Нам остается только разрушить здание. И это победа. Берсерк Раш. Тут также исходим из названия. Отправляем все 3 корабля с берсерками и целителями на угол, где расположены теневые призраки. И дальше просто продавливаем войска противника шквалом атак. Целители поддерживают берсерков на 50% их здоровья, что дает им повышенный урон. Гномы-воины против такой мощи уже ничего не сделают. Готово! Крест-накрест. Следуем подсказке и нападаем со стороны лучников, чтобы в первую очередь убить именно их. Берсерки на этом уровне нужны лишь, чтобы пробивать стены и забрать первый огонь на себя. Арбалетчики и лапидаторы начинают усердно бить берсерков, но тут уже без шансов. Добиваем сокровищницу и переходим к следующему уровню. Шестая ратуша. Чем больше, тем лучше. Впервые у нас и у противника есть герои. Особенность Мадгуда — он призывает армию мертвых из погибших войск. Особенность Робин Гуда — он будет убивать в первую очередь нашего героя. Значит, наша задача убить его, пока он не убил нашего Мадгуда, и подавить массой вражеские войска. Включаем Мадгуду автоматическое использование способностей, нападаем со стороны стены, чтобы сманить героя вниз, так как мы это делали раньше с обычными лучниками, и убиваем его. Дальше просто ждем, пока наши войска добьют остатки вражеской армии. Я считаю, в этом уровне разработчикам очень хорошо удалось раскрыть всю сущность Мадгуда, как машины по подавлению врага. Когда ты просто идешь напролом и можешь вообще не заморачиваться с тактикой. Очень круто. Один герой. Теперь Мадгуд у соперника, но у нас есть Грин и целители. Значит, мы будем играть, используя способности исцеления. Наша задача — убить Мадгуда как можно раньше, чтобы он не подавлял нас скелетами. Отправляем вперед второй плот. Весь рун сосредотачивается на берсерках и сразу выпускаем оставшиеся 2 плота с целителями, Грином, арбалетчиками и лапидаторами. Мадгуд старательно пытается нас подавлять, но у нас в армии столько исцеления, что он с нами ничего не может сделать. После смерти берсерков весь удар на себе держит Грин, а наши войска дальнего боя спокойно добивают противников. Дерево на самом деле себя отлично проявляет как герой для старта игры. Легкая победа. Арьергард. Теперь мы играем за Робин Гуда. Цикл замкнулся. Тактика проста до невозможного. Нападаем так, чтобы сражаться сначала с одним вражеским гигантом. Пока стенка из наших гигантов держит урон, Робин Гуд расстреливает вражеские войска. Робин Гуд убивает дерево. После падения Грина у соперника не остается шансов. Но одинокий гигант что-то еще старается сделать. Бедняга. На такой позитивной ноте мы завершили шестую ратушу. Седьмая ратуша. Теневой водопад. Нам предлагают сначала уничтожить войска дальнего боя на холме. Так и сделаем. Выпускаем с тыла 2 и 3 корабли на расстоянии друг от друга. А 4 корабль запускаем справа, чтобы занять последнюю клетку с арбалетчиками. 2 оставшихся корабля выпускаем возле лестницы и спешим на помощь ниндзя. Нашего берсерка убивают. Но это уже не важно. Свою миссию он выполнил. Готово. Желание ветра. Тут нам предлагают атаковать сбоку и использовать способности мага воздуха для подавления противника. Хорошо, давайте пробовать. Нападаем с тыла, все лучники сбегаются в кучку, и тут мы их и убиваем.
Когда лучников больше не осталось, добиваем вражеские войска противника и ключевые здания. Победа! Гибель героя. Нас продолжают знакомить с героями, теперь уже эпическими. В этот раз мы играем за Целлера, и нам советуют убить сначала Целлера Мадгуда. Ну, в принципе, логично. Нападаем с тыла. Целлеру надо подождать, пока сработает его способность прыжка за спину, поэтому побьем немного танков с минимальным уроном для нашего героя. Как только он совершает прыжок на Мадгуда, сразу выпускаем второй и третий корабль с ниндзя ему на помощь. Медлить нельзя, так как арбалетчики внизу могут добить нашего героя. Ну и последний корабль отправляем немного сбоку от лестницы, чтобы на наши наземные отряды прибежали не все гномы-воины сразу. Тут осталось добить только последние вражеские войска и его строение. Делитесь в комментариях, как вы проходили эти задания, как вам режим в целом и что полезного вы для себя сегодня узнали. Обязательно смотрите продолжение в плейлисте у вас на экране, а с вами был Скиф. Всем пока!